первые несколько лет после распада СССР в плане компьютеров и видеоигр все бывшие республики Советского Союза объединяло одно – на всех этих огромных территориях знали Spectrum. Да, везде все было по-разному, в некоторых регионах могли быть перевесы в сторону тех или иных компов, но в принципе в той или иной мере Spectrum был более-менее распространен везде, и им охотно пользовались вплоть до прихода на рынок серого слоненка и каких-то более актуальных компьютеров. Впрочем, популярность Spectrum началась до распада Союза, и так как спек был уже сильно распространен в советских республиках, то этот статус-кво сохранился и после кончины СССР, и распад его в данном плане ничего особо не изменил, так как хотя железного занавеса больше и не существовало, тем не менее из-за тотального экономического коллапса на всей территории экс-ЮССР в основной массе люди не могли себе позволить более интересные ПК, и все, что им оставалось, это копировать и развивать самый дешевый британский компьютер 82 года рождения. В общем, в первой половине 90-х Spectrum был в России, Украине, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Молдове и так далее. Разница была лишь только в масштабах и процентном соотношении популярности спектрумов в сравнении с другими компьютерами. И если в одних постсоветских странах спектрум-сцена существовала номинально и практически не оставила никакого исторического наследия, то в других республиках спектрумовское движение было очень масштабным и живо до сих пор. Об одной из таких стран мы с вами сегодня и поговорим, а конкретнее о Республике Беларусь. Да, для многих, наверное, слово «Беларусь» прежде всего ассоциируется с огромными грузовиками, тракторами, картофелем или одиозным усачом, но сегодня мы поговорим не об этом, а о спектруме. А спектрум-сцена же в Беларуси в своем роде уникальна. Она была очень активна, плодовита, остается таковой до сих пор, и сегодня мы с вами поговорим об одной из составляющих белорусской спектрумовской жизни, а именно о железе. То есть о тех спектрумовских клонах, которые выпускались в Республике Беларусь, и даже о белорусской ZX совместимой игровой консоли. Но о консолях, как говорится, ближе к ночи, а начнем же мы со вполне традиционных, так сказать, спека-клонов. На почетное звание самого известного белорусского спектрума, пожалуй, претендует такой компьютер, как Byte. Спектрум-клон Byte производился Брестским электромеханическим заводом с 89 по 95 год включительно. Всего было выпущено более 60 тысяч штук, что очень много по меркам спектрум-клонов. Как и в случае со всеми остальными ZX-совместимыми машинами, Byte не на 100% точно повторял архитектуру оригинального спека, но тем не менее его совместимость с оригиналом довольно-таки высока, и процент неработающего на байте оригинального ПО можно считать материальной точкой. Byte — это клон 48-го спека, но его, в отличие от оригинальных 48-х, как и большинство клонов, можно подключить по RGB, а в отличие от большинства клонов у него имелся высокочастотный выход для подключения к антенному гнезду телевизора, как это и было реализовано в оригинальных 48-х. Кроме того, от оригинала его отличало наличие собственного звукового трехканального синтезатора, системного разъема, отличающегося от оригинального ZX-баса, расширенной клавиатуры и дополнительного ПЗУ с кириллицей. Вообще, байты выпускались в двух вариантах, которые внешне ничем не отличались, но внутри различия имелись. Это были так называемые старый и новый варианты. Старый вариант байта выпускался с 89 и примерно до конца 90-го года и отличался от нового тем, что в нем было невозможно отключить ПЗУ, из-за чего подключить контроллер дисковода просто так было нельзя. Кроме того, старый вариант имел некоторые характерные глюки, да и вообще платы отличались довольно-таки сильно. На задней панели байта располагались необходимые и ничем особо не примечательные входы и выходы, а вот сбоку компа имелась любопытная кнопочка, над которой было написано суровое слово «Совмест», и данная кнопка включала совместимость байта с оригинальным спектрумом. Комплект поставки байта не был чем-то особо примечателен, терпимо убогая коробка, все остальное тоже в пределах нормы, но вот меня заинтересовали две кассеты с играми и ПО, которые шли в комплекте. Зацените. Byte.
Путь к совершенству. Содержание данных кассет не было неизменным и постоянно менялось, но, насколько я могу судить, в них всегда собирался самый жир. На этих кассетах всегда были различные хитовые игры и популярные полезные утилиты. К слову, иногда в комплекте с байтом шла почему-то только одна кассета с записью, а вторая же была чистая. О чем нам сообщает вот этот вот, с позволения сказать, документ. Так вот, кроме комплектных кассет, БПО СВТ также выпускали и отдельно продаваемые кассетки, к которым даже прилагались мануалы с описанием записанных на них игр. Всего сборников, изданных данной конторой, судя по всему, было 11, и причем отличительной особенностью первых 4 кассет были записанные в нестандартном формате кодовые блоки игр с защитой Ceri-Copic, из-за чего переписать кассеты при помощи копировщика было невозможно. Об этом пользователя предупреждала бумажка, вложенная в книжку с описаниями игрей. Загрузка заставок почти во всех играх на данных сборниках происходила по знакоместам, а в конце каждой стороны кассеты была записана музыка в исполнении трехканального звукового чипа байта. Прекрасная музыка. Но вернемся немного назад. Как я и сказал, игры на кассетах БПО СВТ были защищены от копирования защитой Ceri-Copic, но тут есть нюансы. Давайте разберемся. Защита Ceri-Copic присутствовала на всех играх байтовских кассет и не позволяла им запускаться на других спектрумах. Суть данной защиты состояла в том, что несколькими способами проверялось соответствие компьютера, на котором была запущена программа, с компьютером байт. И если такого соответствия найдено не было, выдавалось сообщение: «Покупайте компьютер байт». И после звукового сигнала программа сбрасывалась. Пожалуй, не будем углубляться в дебри того, как это было реализовано, а если же вы хотите изучить этот вопрос детально или погрузиться в тематику сегодняшнего видео более основательно, то добро пожаловать на сайт zxbyte.ru, по материалам которого и снято сегодняшнее видео. Так вот, загрузчик Ceri-Copic на кассетах БПО СВТ, предназначенных для отдельной продажи, отличался от оригинального байтовского Ceri-Copic. Он не производил проверку на соответствие вашего спека-клона с компьютером байт, и игры с этих кассет работали почти на всех спектрумах. В защиту от копирования на этих кассетах была встроена подпрограмма перехода в ПЗУ 48-го Basic, из-за которой в компьютерах с бета-диск интерфейсом включалась ПЗУ с TR-DOS, что приводило к невозможности загрузки игры. Скорее всего, это было сделано, чтобы игрушку нельзя было выгрузить кнопкой Magic на контроллере дисковода. Плата у байта была многослойная и имела аж целых 8 слоев. По одному слою сверху и снизу платы, и 6 слоев располагалось внутри. К слову, платы байта в разных годах выпуска имеют небольшие косметические отличия. Как я уже упоминал выше, кроме бипера у байта имелся и свой собственный трехканальный звуковой чип. Звук с этих 3 каналов микшировался в моносигнал и выводился как на RGB выход, так и на встроенный динамик компьютера. У байта даже был потомок, который назывался байт 01, имел клавиатуру аналогичную с первой моделью, но вся начинка этого ZX совместимого компьютера была вынесена в отдельный системный блок. В байте 01 присутствовал дополнительный графический режим для операционки CP/M, а сам компьютер был ориентирован на работу с контроллером внешних устройств. Информации по байту 01 в сети очень немного, впрочем, как и самих этих 0,1 байтов тоже было довольно-таки мало. Кстати, не стоит путать компьютер байт, о котором мы с вами сегодня говорим и название которого написано на русском языке, с другим байтом, который похож на 48-ю резинку и имеет название на корпусе, написанное на английском. Эти два компа не имеют между собой ничего общего, и второй производился даже не в Беларуси. Еще один из наиболее часто упоминаемых белорусских спекоклонов — это Santaka 002, ну или просто Santaka.
Этот клон 48-го спектрума производился в начале 90-х Минским приборостроительным заводом имени Ленина. В данном компьютере использовались оригинальные процы от Zilog, а в качестве ПЗУ выступали 8 микросхем объемом по 2 килобайта каждая. В шрифте этого клона вместо строчных латинских букв располагались заглавные русские. Сантака также выпускалась и в Краснодаре под названием «Импульс», и у нее там была разновидность, которая называлась «Импульс-М» и имела на своем борту Секам-кодер. Блин, в 90-х я, наверное, отдал бы почку, чтобы иметь спектрум с Секам-кодером. Продолжая тему железа, нельзя не упомянуть и довольно известный клон Baltic, который был одним из самых ранних спектрум-клонов и получил широкое распространение, как неудивительно, в странах Балтии. Что же касается Беларуси, то в ней данный комп выпускался минским кооперативом Sonet и имел несколько модификаций, таких как просто Baltic, то есть обычный 48К компьютер с возможностью работы с магнитофоном, Baltic Plus, клон с дисководом, который работал под управлением системы диск-монитор. Baltic Plus это то же самое, что и Baltic Plus, только помимо диск-монитора он умел и в CP/M. Впрочем, как и все ниже перечисленные модели, такие как Baltic Plus 2, который имел в комплекте принтер, Baltic Plus 3, комплектовавшийся вдобавок к принтеру 2 дисководами, и Baltic 4 был тем же Baltic Plus 3, но без принтера. Модели CP/M не пользовались большим спросом из-за цены, да и вообще CP/M был нужен и интересен далеко не всем. Всего таких компов было выпущено штук примерно 50-100. Также, по заявкам покупателей, Sonet изготавливались Балтики с TR-DOS на борту. Согласно неподтвержденной информации, контроллер дисковода был универсальным и мог работать как с TR-DOS, так и с CP/M. В производстве сего чуда техники были заняты 2 женщины, которые паяли платы, 2 или 3 монтажника, 2 наладчика и 1 разработчик периферии. Сами же платы, судя по всему, заказывались на Минском заводе печатных плат и имели определенный процент брака в виде мелких разрывов токопроводящих дорожек. ПЗУшки для Балтика прошивались по месту на самопальном программаторе, подключенном, как ни странно, к Балтику, а термопрогонка для RT4 и RE3 происходила путем установки микросхем в плату компьютера и выдерживания ее во включенном состоянии в течение 2 суток. РФ-ки с прошивкой CP/M на первых порах имели защиту от копирования в виде плавающих битов, но позднее данную защиту убрали в связи с проблемами при запуске компьютеров. Балтики изготавливались вышеупомянутым кооперативом года примерно до 95-96. Также помимо готовых изделий, кооператив Sonet продавал отдельно пустые платы для самостоятельной сборки Балтика, корпуса компьютеров, платы контроллера дисковода, прошитые ПЗУ и дискетки с CP/M. Кстати, в Беларуси производством данных клонов занимался не только Sonet, но и частные предприниматели, радиолюбители и студенты по всей стране. На минском радиорынке в эти годы всегда можно было найти платы для самостоятельной сборки Балтика, все необходимые микросхемы, прошитые ПЗУшки и корпуса для сборки. Наиболее удачным, к слову, считался корпус от компьютеров Inter и Quant, о которых мы поговорим позднее. Также в продаже были платы для клавиатур, сделанные под герконовые кнопки от компов ES1840 или 41, которые были лучшей на те времена опцией. Продавались блоки питания, дисководы, контроллеры дисководов и т.д. и т.п. В одном только МРТИ одновременно обучались 1000 студентов и, конечно, хотя не все они собирали Балтики, но многие из них собирали больше одного экземпляра, а некоторые и вовсе участвовали в мелкосерийном-неофициальном производстве компьютеров и периферии. Известности и узнаваемости бренда Baltic способствовала и пресса, так как этот спектрум-клон неоднократно упоминался в журнале «Радиолюбитель», где печаталась как реклама Балтика, так и полезные статьи об этом компьютере, в которых публиковались схемы, особенности сборки-наладки и описание основных доработок, в частности таких как диск-монитор и ROM-диск. Эти 2 аддона работали в тандеме. Суть функционала ROM-диска заключалась в том, что при нажатии на кнопку ROM-диск вместо ПЗУ с бейсиком включался дополнительный банк ПЗУ, где было расположено содержимое ROM-диска. Оно перекидывалось в оперативку компьютера и оттуда уже запускалось стартовое меню ROM-диска, где можно было выбрать нужную для работы программу. У ROM-диска, кстати, имелась одна интересная особенность. При нажатии на кнопку ROM-диск на короткое, примерно полсекунды время, включался банк ПЗУ с ROM-диском и одновременно компьютер
компьютер ресетился. При этом содержимое ROM-диска должно было успеть скопироваться в память, прежде чем банк ПЗУ переключится обратно на стандартную ПЗУшку. А если же в меню ROM-диска нажать любую незадействованную клавишу, то в память компьютера с адреса 4.0 грузилась утилита Disk Monitor. Происходил сброс компьютера в BASIC, и после этого при нажатии кнопки NMI пользователь оказывался в диск-мониторе, который по своей сути был обычным монитором с соответствующим набором функций, которые позволяли просматривать, редактировать, сохранять и загружать данные с ленты или с дискеты. По команде return можно было вернуться обратно в прерванную программу и посмотреть на результаты своей работы. Таким образом, диск-монитор был очень схож с теневым сервис-монитором Scorpion ZS256. Не все гладко было у Baltic и с формированием int-сигнала, и в идеале этот комп нуждался в определенной доработке, так как без этого некоторое ПО корректно не работало. Например, с ROM-диска Baltic не работал мой самый любимый и самый ностальгический для меня копировщик TF-Copy. Как уже упоминалось выше, некоторые модели Baltic умели работать с операционкой CP/M, которая на данном компе работала в режиме 64 символа в строке, и для работы с ней требовалось наличие контроллера дисковода, схема которого, к слову, публиковалась в вышеупомянутом журнале «Радиолюбитель». В разных вариантах исполнения данного контроллера он мог работать как с одним, так и с двумя дисководами. Его схема была довольно проста, и надежность этого устройства оставляла желать лучшего. Выходные сигналы не были буферизированы на элементах с открытым коллектором, тем не менее все это более-менее работало. Контроллер изначально создавался как внешнее устройство, которое стыкуется с Baltic посредством 25-контактного разъема типа DB25. Также для корректной работы CP/M на Baltic требовалась перепрошивка одной из микросхем, так как имела место быть проблема с неверными данными при загрузке экранной области, и при старте CP/M это приводило к пиксельной каше на экране компьютера. Что же касается дискет для Baltic, то они имели 5 секторов по 1024 байта и 160 логических дорожек. Иными словами, они были такого же формата, как и у Корвета, Ориона, Байта 01, и их можно было записать и считать на спектруме при помощи утилит для AS-DOS и TASIS. Если говорить о прошивках ПЗУ, то у Baltic их существовало несколько вариантов. От оригинальных они отличались утолщенными шрифтами, красочными стартовыми экранами, кириллическими символами в псевдографике, ну и естественно прошивки ПЗУ с ROM-диском и загрузчиком CP/M сильно отличались от оригинальной и имели на борту копировщики, программы форматирования дисков и другие полезные утилиты. Ну и, наверное, стоит еще упомянуть, что память Baltic расширялась до 128 килобайт при помощи стандартной в кавычках платы расширения и напайки на имеющиеся микросхемы памяти еще одного этажа RU5. Также в природе существует схема расширения памяти Baltic до 512 килобайт, и по словам очевидцев, все это работало замечательно. Еще один белорусский спекоклон, о котором следует упомянуть, это компьютер под названием Astra от минского НПО «Гранат», который, если данные фото соответствуют действительности, поставлялся в таких вот душевных фанерных коробочках. Как же это мило! Даже когда эта, прости господи, приставка телеигровая универсальная переставала быть актуальной, в этой коробке можно было хранить в гараже всякие болтики, шайбочки и прочую лабуду. Просто отличнейшее дизайнерское решение. Производитель ведь мог сложить все это в какую-то бездушную уродскую коробку, как это делал тот же жадный Синклер, но нет. Они решили не идти в фарватере бездушных капиталистов и упаковали свой компьютер в фанерную коробочку. Милота. Вообще я должен заметить, что в данном компьютере в плане дизайнерских решений прекрасно абсолютно все. Джойстик, или вернее, как тут написано, манипулятор игровой, выглядит крайне сурово, и суровее данного манипулятора здесь выглядит только шнур, которым он подключается к компьютеру. Сделано на века. Вообще, глядя на все это, я думаю, что данный манипулятор, конечно же, максимально комфортный и максимально эргономичный. Напомню вам на всякий случай, что это первая половина 90-х, и вряд ли, конечно, на то время в мире в плане игровых манипуляторов было что-то более удобное и более эргономичное. Ну серьезно, манипулятор от Astra мега крут.
и с какими-то другими подделками того времени, например, с вот этим вот геймпадом от Super Famicom, даже глупо сравнивать. Японская примитивщина выглядит крайне по-детски, да и кабель имеет какой-то несерьезный. Никуда не годится. А вот манипулятор от Astra, конечно же, соответствует технологиям своего времени и производит ощущение гораздо более удобного и надежного устройства. Ну и сама клавиатура, насколько я понимаю, тоже очень удобная и, видимо, исключительно из ностальгических соображений она имитирует технологию клавиатур Сэра Клайва из 80-го года. Как же это круто! Ну а если серьезно, то сам факт того, что они поставляли спектрумы в комплекте, где имелся хоть какой-то геймпад, документация, шнуры, кассеты и все необходимое для использования компьютера, было довольно-таки круто по тем временам, и в условиях тотального коллапса всех экономических и производственных связей выпустить хоть какой-то завершенный продукт уже было прям-таки настоящим подвигом. Но перейдем к следующему нашему белорусскому гостю, которым является спектрум совместимый компьютер Infoton 030. Infoton 030 выпускался минским предприятием Белвар и был построен на микросхемах БМК. Начнем с одежки, и внешний вид у него даже и не совсем ужасен. Корпус немного напоминает оригинальный Spectrum Plus, так как дизайнерами Инфотона сохранены канавки для сбора пыли, которые присутствуют на оригиналах. Только канавок здесь больше, и они, судя по фото, несколько глубже. Очевидно, чтобы пыли было побольше. Ну а что, 10 лет таки прошло. Технологический прогресс, понимаешь. Но компьютер этот напоминает синклеровский 128 не только снаружи, но и внутри, образно говоря, тоже. Так как Infoton 030 это 128 спектрум со звуковым чипом AY на борту. Из хорошего, тут есть высокочастотный выход для подключения к антенному входу. И несмотря на все минусы такого подключения, как я уже говорил, я был бы офигенно счастлив, если бы на моем Ленинграде в 90-х был такой выход. А из плохого, этот клон работает в режиме 60 Гц. И это не просто плохо, это пипец как плохо, потому что в спектруме должно быть 50 Гц, а нифига не 60. И то, что в Инфотоне частота кадров равна 60 Гц, значит, что любая музыка, игры и так далее, в общем, все будет работать на Инфотоне некорректно. А конкретно говоря, нифигово быстрее. И так как частота процессора у него, судя по всему, стандартная, то мы получаем меньше тактов в одном прерывании, что, конечно же, будет сказываться на всем. А о демках я вообще молчу. Это вот знаете, как в 90-х мы играли в Денди, и там все было тормознутое, хотя мы этого, конечно, не знали, но тем не менее, практически все игры у нас были медленнее, чем это было задумано авторами. А в данном же случае картина совершенно зеркальная. Спектрум не может быть в 60 Гц. Только 50 или 48,8, как в Пентагоне, что, конечно же, тоже не совсем верно, но, тем не менее, де-факто это уже стало стандартом. Так вот, и хотя, к примеру, на том же Spectrum Next есть режим 60 Гц, тем не менее, это не делает 60 Гц правильными для спека, а на Next такая опция сделана только для тех, кто вот, никак не может подключить Next к своему монитору на правильной частоте, и там всегда можно переключиться на корректные 50 Гц. А на Инфотоне, как вы понимаете, включить режим 50 Гц, конечно же, нельзя. И вот зачем это было сделано, я совершенно не понимаю. Тут остается только развести руками и сказать: What were they thinking? What were they thinking? What were they thinking? Благодаря использованию БМК плата Инфотона имеет малое количество корпусов микросхем. Сами БМК, оперативка 128 килобайт, выполненная на 16 микрухах, ПЗУ, проц, звуковой чип, ВГшка для контроллера дисковода ТР-досика, параллельный порт для подключения принтера и немного мелкой логики. Все довольно компактно. Далее мы поговорим о компьютере Raton 9003, который производился внезапно научно-производственным объединением Raton и представлял собой клон 48-го спека. Raton выходил в двух вариантах, один был выполнен на мелкой логике, другой на БМК. Внешне они ничем не отличались, но различия имелись на более глубоком уровне, хотя они и не были радикальными.
Например, Raton на Уле имел частоту процессора 4 МГц, а Raton на рассыпухе работал на 3,5, как и оригинальный спек. Ну и в общем, небольшие различия в работе этих моделей имели место быть, но они были важны скорее для демо-мейкеров, чем для рядовых пользователей. Короче, Raton — это ничем особо не примечательный рядовой клон 48-го спека с классической прошивкой, в которой был изменен только стартовый экран. Из отличительных особенностей платы можно выделить два системных разъема, на один из которых выведены не все сигналы процессора, только питание и шина данных. Для чего было применено такое технологическое решение, непонятно. Кстати, клавиши со стрелками на клавиатуре Raton — это не курсор, как можно было бы подумать, а Кемстон джойстик. Если не ошибаюсь, подобную ситуацию мы имеем и на украинском клоне с названием Robic. Помимо самого компьютера, в комплект поставки Raton входил блок питания, джойстик, кабели, инструкция и кассета с полезным софтом, где часть программ была изменена, часть написана специально для Raton, и также там были проги из оригинальной синклеровской библиотеки, только с измененными названиями. Никаких особенностей или защиты в программах на кассете не было, поэтому ее можно было применять и с другими Spectrum клонами. Теперь перейдем к одному из самых миниатюрных спекоклонов, к компьютеру с названием Eton, который примечателен двумя факторами. Во-первых, как я уже и сказал, это размеры. Если в данном вопросе опираться на имеющееся у нас фото Eton рядом с линейкой, то выходит, что его длина составляет около 27 сантиметров. И, возможно, для постсоветской промышленности 95 года 27-сантиметровый Spectrum является даже своего рода достижением. Но я просто хочу напомнить, что оригинальный Spectrum 82 года выпуска в длину имеет всего лишь 23 сантиметра. Это просто так, к слову. И второй фактор, которым примечателен данный клон, это то, что в комплекте с ним поставлялся Вантус. Вантус, конечно, штука в хозяйстве крайне полезная, но нафига он нужен в комплекте со спеком, для меня, если честно, остается загадкой. Клавиатура у нас тут пленочная, в лучших традициях дешманских технологических решений Синклера из 80-го года, и вы можете быть уверены, что клавиатура Eton по своему удобству и юзабельности гораздо ниже, чем клавиатура 48-й резинки. Короче, клава просто ужасна, хотя и выглядит даже несколько интересно. Ну а если же взглянуть внутрь компьютера и также на стартовый экран, то становится понятно, что Eton является клоном другого белорусского спектрума, который назывался Интер. Хотя, наверное, говорить об Интере следует в связке с другим компом, который назывался Квант, так как разница между Квантом и Интером заключалась только в надписи на стартовом экране. Во всем же остальном это были совершенно одинаковые компьютеры. Кванты выпускались заводом приборов автоматического контроля в городе Орша, а Интеры – витебским НПО «Инбел». Эти машины были обычными 48-ми спектрумами и имели свои особые небольшие глючки, что характерно для очень многих спекоклонов. Кстати, обратите внимание на то, как поставлялся Квант. Комплектация, пенопластовая коробка, внешний вид – все это довольно-таки неплохо. Ну а вообще, если не вдаваться в дебри схемотехники, то говорить тут особо не о чем. Рядовые клоны 48-го спека. Ну и, пожалуй, настало время поговорить о легенде белорусской инженерной околоспектрумовской мысли, о том, о чем многие слышали, но мало кто держал это в руках. Конечно же, я говорю о пресловутой игровой консоли Эльф, или таки Альф. По-русски написано Эльф и принт соответствующий, а внизу написано Альф. Я же ничего не путаю. Google, помоги нам. Эльф. Эльф. Альф. Альф. Ёпрост, так Эльф или таки Альф? У меня когнитивный диссонанс. Ну ладно. Эльф так эльф, хрен с ним. Это суровый белорусский английский. Но давайте по существу. Эльф — это белорусская игровая консоль, основанная на ZX Spectrum и предназначенная для того, чтобы играть в спековские игры. И самое здесь, на мой взгляд, непонятное и зашкварное — это геймпады, или как они тут называются, джойстики. Вот просто посмотрите на это. Я не знаю, у меня вообще нет никаких идей, зачем они так сделали. Ведь очевидно же, что они ориентировались на фамикомовский геймпад, вернее, это и есть содранный фамикомовский геймпад, только
какого-то хрена перевернутый, и крестовина тут нажимается правой рукой, а не левой, как это было на Famicom, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Sega Master System, PC Engine и всех, даже самых конченых и самых упоротых китайских фамиклонах. Везде и всегда крестовина слева. Это, мать его, стандарт. Откуда они вообще взяли, что крестовину нужно нажимать правой рукой? Почему белорусские инженеры завода Цветотрон решили, что они знают лучше, что нужно игроку, чем инженеры Nintendo, Sega и прочих гигантов игровой индустрии? Ну и вообще, идея создания игровой консоли на основе огромнейшей библиотеки спектрумовских игр, которые были доступны в наших странах и за которые никто не стал бы судиться даже в теории. Так вот, идея создания такой игровой консоли в первой половине 90-х в постсоветских реалиях, это было просто офигенно здравая и логичная мысль. Говорю безо всякой иронии. Ведь давайте будем говорить откровенно. Спектрум с магнитофоном, а именно магнитофоном пользовалось подавляющее большинство спектрумистов начала 90-х. Так вот, спектрум с магнитофоном это далеко не самое удобное для гейминга устройство. И сама идея того, что ты можешь просто вставить картридж и играть без всего этого гемора с кассетами, это правильно и это круто. Никаких загрузок, подгрузок и всякого такого дерьма. Но продолжим. Картриджи для Эльфа выглядят, честно говоря, намного хуже, чем сама консоль. Уродский, хотя, наверное, и крепкий пластик, суровые болты, которыми они иногда были скручены, неяркие, некрасивые стикеры без каких-либо картинок и названий, и все это добрище называется модуль памяти сменной. Да. На самом деле очень хорошо видно, чем вдохновлялись дизайнеры этих картриджей, как, впрочем, и дизайнеры самой консоли. Конечно же, идейным вдохновителем этих кариков однозначно послужил старый добрый китайский TV Game. Нет, не оригинальный картридж от Жалека, а именно желтый китайский карик. Я думаю, это вполне очевидно. И только посмотрите, насколько же дешманское китайское дерьмецо красивее и аппетитнее, чем белорусское изделие. Небо и земля просто. Советский дизайн во всей своей красе. Хотя, конечно же, следует заметить, что, вероятно, белорусский картридж намного прочнее и надежнее китайского TV-гейма. Я в этом практически уверен. Так вот, рассуждая о концепции игровой консоли, основанной на спеке, то кроме очевидных преимуществ, которые Эльф давал геймеру, в концепте такой приставки имелись и недостатки. Во-первых, игры. Да, теоретически игр было множество, но их все равно нужно было адаптировать как-то под картриджи, а во-вторых, картриджи в любом случае это сильно дороже аудиокассет, особенно советских МКшек. Так что, как ни крути, а у пользователя такой консоли игр по-любому было намного меньше, чем на спеке. Достать их явно было сложнее и стоили они дороже. Ну и еще один минус заключался в том, что функционал у приставки по сравнению с компом, естественно, был сильно урезан, и возможно, выше приведенные аргументы и стали причиной того, что Эльф не получил какой-то всенародной популярности, как, скажем, какой-то Ленинград, например, а возможно, на это повлияли и какие-то другие факторы, не знаю, в общем. Быть может, просто таких консолей банально было произведено слишком мало, а возможно, сыграл свою роль и тот фактор, что все-таки в первой половине 90-х уже начали проникать на рынок Денди, а игры там, мягко говоря, выглядят несколько краше. Объем производства Эльфа в точности неизвестен, но судя по серийникам, я думаю, можно говорить о нескольких тысячах штук. В некоторых играх для Эльфа стоит дата адаптации 90-е и 91-е годы, печатные платы картриджей Эльф 1 и Эльф 3 произведены в 93-м году, и исходя из этих фактов можно с большой долей вероятности предположить, что время производства консоли примерно первая половина 90-х годов, да и вряд ли позже она кому-то была бы нужна. Консолька питалась от внешнего источника питания, который вырабатывал нестабилизированное постоянное напряжение порядка 14 вольт, а необходимое для питания приставки напряжение 5 и 12 вольт получались путем использования стабилизаторов внутри самой консоли. Джойстики для Эльфа, к слову, продавались и отдельно. Так вот, как я уже и сказал, с играми на эту консоль имелся определенный напряг. Картриджей, судя по всему, было всего лишь около 10, и на каждом карике присутствовало несколько игрей. Так что библиотека игр у Эльфа была, мягко говоря, небольшой и насчитывала 32 игры. Но зато все они были известными и относительно играбельными. Все игрушки были русифицированы, имели измененное меню, управление и, что очень в реалиях спектрума важно, в них были добавлены описания. На русском, естественно. Также в некоторых ревизиях Эльфа имелись и вшитые в ПЗУ игры.
Наличие или отсутствие таких игр зависело от объема ПЗУ, которое отличалось на разных ревизиях плат. Были эльфы как с 32 килобайтными ПЗУшками, так и со 128. Также имел место быть даже мегабайтный картридж с компиляцией игр с 1 по 4 выпуски. Не знаю, правда, когда он был сделан, наклейка на нем отличается от стикеров оригинальных кариков, но наклейка здесь восстановлена и она точно новодельная. А вот что же касается самого картриджа, то я не уверен. Кстати, вся эта тема с эльфом вовсе не мертва, как можно было бы подумать. Они дорабатываются, для эльфов пишутся всякие полезные утилиты и даже создаются новые эльфы. Да, в 2015 году была разработана новая версия платы приставки со всякими улучшениями и даже был спроектирован корпус консоли, в общем круто. Хотя вот лично я, честно говоря, не совсем понимаю рациональность таких разработок, ведь изначально эта приставка разрабатывалась именно для того, чтобы дать возможность играть в спектрумовские игры без загрузок и прочего геморроя. А в наше же время это возможно и так, и причем я имею в виду не только даже эмуляторы, просто берешь какой-то DVM-MC и играешь. Джойстиков валом, их можно подключить ничего не паяя, да и крестовина будет с правильной стороны, и игры адаптировать не нужно, бери да играй. В общем, какого-то смысла в консолях эльф в наше время я не вижу, но ведь с другой стороны, вся вот эта тема со спектрумами и даже не только со спектрумами, бог с ними, вот со всеми этими ретро-компами и ретро-консолями, это ведь тоже не имеет совершенно никакого утилитарного применения. Все это делается просто потому, что кому-то это нравится, да и все. Так что не вижу абсолютно ничего предрассудительного в том, чтобы создавать новые приставки на базе спека. Чем бы, как говорится, дитя не тешилось. Резюмируя, я должен сказать, что спектрум-сцена Беларуси очень многогранна, так что нам с вами будет о чем поговорить и в других видео, посвященных спектруму в этой замечательной стране. Ну а напоследок я покажу вам... Нет, не откуда на Беларусь готовилось нападение, а я покажу вам несколько эксклюзивных и, наверное, можно даже сказать, душераздирающих кадров, которыми со мной поделился небезызвестный Чароплет, за что ему, конечно же, спасибо. Так вот, эти кадры были сняты уже в наше время, сняты на заводе Цветотрон, где в 90-х, в первой половине 90-х и производились консоли Эльф. Ну что ж, как говорится, Sic Transit Gloria Mundi. До новых встреч, друзья! Видео создано при поддержке канала SatFinStuff. Друзья, без вашего прямого участия у меня просто не было бы возможности заниматься производством таких трудозатратных видео, так что все мои спонсоры и донатеры на всех площадках являются полноценными авторами моих видосов, за что я их всех очень-очень благодарю. А конкретно особое спасибо сегодня я хочу сказать Андрею Угольнику, Пьяной Мухе, Снауту 81, Анатолию Мережаному, Михаилу Посечнюку, компании Taon Electronics, Александру Ляшуку, Александру Шабаршину, Андрею Федосееву,
Арту, Сайберу, Маше и Сереге, Юджину Труневу, Василию Селиванову, Игорю Соколу, Василию Харужику, Сергею Большакову, дяде Игорю, Аркуше, Джедаю, Сиру Вулкану, Осадчему Вадиму, Лапулену, Жмуру, Полтеру, Алексею Ярышко, АДФу, Илье, Нихерашу, Юджину Балабанову и всем тем людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам, друзья. Покедова.